Так, приехали на разборку, смотреть детали. Мне там нужны некоторые детали на Honda Civic. В общем, тут только зашли. На самом деле не сильно большой такой ярд, но колеса есть, рамы. Сейчас будем смотреть, что за модели. Может быть, какие-нибудь интересные машинки подсниму, покажу. Сейчас хочу сначала свое найти. Кстати, очень много джипов. В общем, сейчас будем смотреть. А, тут еще есть у нас слева, тоже у них. Nissan Murano. Мурано со взорванными. Ага, вон походу там у нас хондочки. И вон еще хондочки. Пикапы. Тоже Mazda. Еще какой-то пикап. Ну, салон даже живой. Можно что-то там будет взять. GMC-шки. О, BMW S3 стоит. Ходовка вся целая. Так, ну мне где-то... Ага, вот у нас Райхонд. О боже мой, как же их дофига. Вот это все Хонды, представляете, любые вообще года. Так, ну мне нужен спидометр. Мне нужны стеклоподъемники. И мне нужны зимние коврики. Не знаю, будут ли тут в наличии. Я смотрю, ковриков нет. Сейчас, в общем, буду искать свой год, свою модель. Вон у нас серая стоит. И вот это мне тоже подойдет. Там двигателя нет. Что тут по салону? Опа. У меня похожая, но не такая приборка. Кстати, тут очень даже опрятный такой салон. У меня, кстати, все то же самое. Это интересно. Ладно. Это уже какие запчасти мне нужны. Это вам уже не интересно. В общем, сейчас свои запчасти найду и подсниму вам что-нибудь другое. Что тут? Тоже автомат. Почти то же самое, но немножко другая у меня. Блин, это карта. Я надеялся на самом деле найти машину, где карта снята. Тут вообще с двигателем все четко вообще, смотрите. Хотя катушки уже меняли. Генератор, стартер, V6. Блин, это тоже, конечно, не с открытыми этими, это боль. О, коврики есть. Блин, приборка почти такая же, как у меня, но у меня совсем чуть другая. Чуть-чуть другая. Мишленовские коврики, вентилятор. Ладно, буду искать. Блин, не смог пройти мимо. Бэха стоит такая нарядная троечка. Тут уже поснимали все. Ну, блин, мне просто жалко на этот салон смотреть. Посмотрите состояние салона. А, ладно, там уже порвано. Я просто видел только вот эту часть. Кожаный салон вообще как новый был. Вот такая троечка. Прикольная. Фальцы пошли, Субарик стоит. Ладно, в общем, я нашел то, что мне надо. Кстати, коврики валяют. Мне коврики нужны. Хочу оригинальные кондовские. В общем, нашел приборку. Сейчас везу инструмент, чтобы поснимать. Состояние Хонды вообще просто нереально, как будто новая. Сейчас я вам покажу, подсниму. Вот она. Смотрим сюда. Посмотрите, просто как будто вчера выехала с салона. Просто посмотрите на руль. Вот моя приборка. Кнопочки все, смотрите. Там уже стеклоподъемник достали. Мне нужно еще 2 стеклоподъемника с обеих сторон. Но здесь вот остался, не знаю. Буду снимать. Сначала приборка, потом стеклоподъемник, найдем коврики. Тут вот тоже сивиковские коврики оригинальные, но мне нужны не тканевые, хочу резиновые. Сейчас просто такая погода, у меня вообще ковриков нет. В общем, работаем. Так, в общем, забрал я все, что мне было надо. 2 стеклоподъемника, приборную панель и коврики намутил, тоже оригинальные. Пойдемте покажу вам несколько машин. То есть, как я понял, вот этот вот весь квадрат, это Хонды различных годов. Ну, в основном вот от 2000 до 2005. Есть другие постарше, там 6-й, 7-й год. Volkswagen, Фольцы. Вольвочка стоит, Audi вон на 4-я. С этой стороны тоже какой-то микс европейский получается, как я понимаю. Вот. Что у нас тут с аудюшки? Разорвали ее, бедолагу.
Как всегда, салон в идеале. У Audi он вообще ничего с ним никогда не происходит. Сколько Audi не видел, постоянно нормальный салон. Субарик. Таких прям новых машин, так сказать, я еще пока здесь не смотрел. Знаете, там 20-21 года такая, кстати, Honda, как у меня. Один в один. Коврики смотрю. Я вообще хотел такие резиновые намутить, но не намутились, потому что их нет в оригинале резиновых ковриков. В общем, тут опять-таки Honda, кстати, такой же цвет, как у меня. Один в один. Заднее стекло разбито. Салоны у них вообще что новые. Машине 20 лет. Рули даже не затертые. Вы видите? Смотрите, кнопки все целые. Это просто машина. Машина на века, я вам хочу сказать. Я именно заценил здесь в Канаде Хонду. Ее очень любят. И она реально не убивается вообще. 20 лет ездит, а ей хоть бы что. И она, кстати, не гниет абсолютно. То есть моей 20 лет, и она вообще нигде даже не гнила. Какие-то пикапики стоят. Да, он еще туда дальше все уходит. Давайте пойдем туда, пройдемся. Покажу GMC-шки, пикапчики. Тут даджи, вот смотрю. Ну прям даджи взрывают вообще жестко. Вообще. Honda Odyssey, Chevrolet. Кстати, индусов много крутят. Ну, в основном, как бы в Канаде, здесь они занимаются авторемонтом. В основном эти бравые ребята крутят гайки. Блин, ну не знаю, иду, вот смотрю, пытаюсь что-то найти, знаете, такое что-то интересное, показать вам. Ну, что-то такое все не очень. Даджи, опять-таки, калибр стоит на полузаниженных, без пружин. Ну тут его нормально так подербанили. Что тут еще? Тоже даджи. Без колес, видите? То есть там на входе видели колеса, диски, резину не продают отдельно. А все остальное вот так вот. У них, кстати, здесь рядом СТО, как я понимаю, покупаются машины. Ну, вот такого плана, да, они достают все детали, в основном, которые им нужны были для восстановления, допустим, машины, которая стоит на СТО. И все остальное они вот сюда ставят. И все, то есть тут на самом деле пару запчастей продал, она уже купилась, потому что они покупают по цене металлолома, там 200, ну, то есть до $500 они покупают за машину. Вот, сервиска. Тоже очень ценится машина здесь, в Канаде. CR-V Honda, очень ходовая и, в принципе, дорогая машина. Jeep Compass. Вот. То, что вы смотрите, да, допустим, как, допустим, варварский там что-то лежит или где-то разбито, окно не закрыто, вода попадает. Как я уже сказал, всем по барабану здесь, потому что 2-3 детали продаешь и окупается вся машина. И потом она вот так вот стоит, допустим, не знаю, год. Если, ну, они, получается, постепенно все равно окупают, не окупают, боже мой, а обновляют автопарк, да. То есть они забирают какие-то такие уже вросшие машины на металлоломах. Опять-таки, за целую машину на металлоломе дают $150. То есть, представляете, да, 2 детали продал, все остальное он уже зарабатывает в плюс. Даже вы представляете, сколько, допустим, в ней запчастей. Вот пришел ты генератор себе взять, посмотрите, просто гена. Вот он один будет баксов 50 уже стоить. Там скрутил релешку или с салона достал какую-то, не знаю, еще что-то. И все, она уже окупилась. Все остальное идет на металлолом для них. Ну, я имею в виду для площадки, это все уже металлолом. Они уже не парятся. Вот я тоже такой пришел коврики себе посмотреть, понимаете. Кто-то пришел, радио снял. Ну, все так по капельке. И они плюс не тратят это время, не платят деньги для того, чтобы кто-то приходил, это все разбирал, снимал. То есть ты сам приходишь, снимаешь. Кто-то снимает нормально, кто-то прям берет, разрывает, выдирает, разбивает. Ну, то есть, кто как это делает, но на самом деле, я же говорю, для... Все в плюсе. Никто не... Тут тоже нормально такие подразорвали. Бля, тут такое все грязное, что даже стрёмно тут находиться. Ну, короче. Разные машины. Я рад, что нашел эту разборку. Находится она в Абботсфорде. Я ссылку оставлю в описании. Домкратик оригинальный. Вот. Я ссылочку оставлю в описании. На нее приезжайте, смотрите. В принципе, моделей много. Можно еще позвонить по номеру телефона, узнать, какая у вас машина. И они вам скажут, есть ли у них такие вообще на площадке.
Муранов много, но это я не удивлен, почему. Кто знает, тот знает, что происходит с Nissan Murano. Подгорел малыш, Кропаль. Фу, блядь. Запах. Будто две крысы еще сгорели заживо. Тоже Мурано. Тут уже не горело, на удивление. В общем, в основном вы видите машины такие вот, я бы сказал, американского рынка, канадского, такие, знаете, все. Не особо хотел опустить капот, показать вам машину, но не получится. То есть какие-то узнаваемые машины, да, скажем так, которые к нам, точнее, мы привыкли к ним в Европе. Ну и есть большинство машин, которые вообще мы их первый раз в жизни видели. Особенно это касается Chevrolet, всяких, я не знаю, Dodge. Вот. В общем, нормально, результативно. Сейчас выйдем, посмотрим, сколько я заплачу за это. Гляньте, вообще просто хламье. Просто свалка, вы представляете? Вот они держат как свалка. Вот. Потом это все вывезется на металлолом. Вот так вот еще четвертинки нарезают. Вон моторы, двигатели так возят. Резина с дисками. В общем, сейчас пойдем на кассу и будем расплачиваться. Не знаю, сколько это затянет денег, сейчас посмотрим. Просто я видел в интернете, приборка 150 стоит, а есть стеклоподъемники по 50. Сейчас посмотрим, сколько здесь. И здесь у них написано, что типа вход только для сотрудников. Я так понимаю, что у них тут более-менее живые машины стоят. И, возможно, разбирают именно сотрудники уже самостоятельно. Но опять-таки это не точно, это под вопросом. Очень много дисков и запасных колес вот таких вот. Они повсюду прям вообще валяются. Никому не нужны. По ходовке вообще, мне кажется, все есть. И катализаторы. И вот все, оно никому не нужно. Оно стоит, гниет. В общем, пошлите расплачиваться. Серыч. Помощник мой на сегодняшний. Все, едем на кассу. Так, друзья, в общем, я чуть не забыл вам рассказать за цены. В общем, вышло мне все на 117,60. Получается по памяти. По памяти вам скажу то, что за приборку он взял 50. За приборку 40. Два стеклоподъемника по 25, это 50. И коврики 3 штуки, $15 по 5 за каждый. Вот. По поводу возвратов, можно ли вернуть? Запчасти вернуть как бы можно, но они вам деньги не возвращают. Они вам отдают, так сказать, залог, сколько стоила запчасть. И вы эти деньги должны потратить там же. То есть, скажем, к примеру, если у меня, допустим, стеклоподъемники будут не работать, я возвращаю 2 штуки, они мне якобы на виртуальный счет мне ложат $50, и на эти $50 я могу у них что-то опять-таки купить. То есть вот такая система. То есть вывести вы полностью их не можете, но потратить у них можете. Вот. И все вышло на 105, и с таксом получилось 117. В принципе, нормальная цена, потому что оригинальные коврики только $100 стоят. Понятное дело, что новые. Приборку я смотрел на eBay, $120, от 100 до 150, там в зависимости от километража. Скажу, к слову, что приборку я уже поставил, она работает, все нормально. И стеклоподъемники, каждый по $70, но это только за моторчик на eBay новый. То есть 140 за 2. То есть если бы это все новое покупал, это в районе... Но опять-таки приборка не новая, приборку новую не найти. За приборку новую я почти новая, 60 тысяч пробега, 150 просили. Плюс, допустим, коврики 100, это уже 250. И, допустим, 2 стеклоподъемника, это было бы $340 примерно, без такса. Вот, а я как бы на суточку закупился, все работает. Ну, я еще не проверял стеклоподъемники, будет время, займусь этим вопросом. В общем, в принципе, разборочка хорошая. Называется она Empire Abbotsford Sumas Way. Я оставлю ссылку в описании, как я уже об этом говорил, на эту разборку. Поэтому, кто в Британской Колумбии, кому нужны запчасти, приезжайте туда. Ищите, смотрите, в принципе, цены нормальные. Единственный, да, момент, то, что вам нужно иметь ключи, вам нужно подготовиться, взять отвертки, ключи и все прочее, для того, чтобы это все самостоятельно откручивать и доставать. И старайтесь ехать в хорошую погоду. Мы приехали, был дождь, поэтому не сильно круто что-то разбирать, когда вы снаружи.
В общем, всем спасибо за то, что смотрели видео. Всем удачи и до скорых встреч, друзья. Всем пока.